А мы продолжаем наблюдать кровавую игру големов, друзья. И все это ради построения великого Израиля. Так для чего же нужна Украина США и Израилю? Выскажу свой взгляд, а вы обязательно поделитесь в комментариях, насколько я права и насколько мой анализ вам кажется верным. МИД России обвинил Израиль в поддержке нового нацистского режима в Киеве еще в 2022 году. Я вам напоминаю, в 2024 году Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия знает, что на Украине действует российский и националистический режим. Этот нацистский и террористический режим был создан в результате государственного переворота, организованного при поддержке Соединенных Штатов, сказал он. Те, кто пришел к власти в 2014 году, сразу пригрозили запретить русский язык, вышвырнуть русских из Крыма, и это чистая русофобия и ненависть ко всему русскому, сказал Лавров. Осознают в МИД России, что русских на Украине не просто ненавидят, их убивают самым изощренным способом. Представитель МИД России Мария Захарова недавно в своем телеграм-канале прокомментировала публикацию Счетной палаты США о том, что к маю 2024 года количество обученных Западом украинских бойцов достигло 127 тысяч человек. Это сообщение о солдатах ВСУ Захарова сопроводила единственной фразой: а затем Зеленский их убил. Сначала обучил, а потом убил. И все эти убитые были украинские славяне. Настроенных против русских в России, русских на Украине утилизируют на войну и потрошат на органы. На это также неоднократно указывала и доказывала в своих публикациях Мария Захарова. Израиль же, судя по параллельным сообщениям, достиг новых вершин в трансплантологии. То есть, еще раз подчеркиваю, официальная дипломатическая позиция России, а значит и Путина, что на Украине действует нацистский, российский режим относительно именно русского, славянского населения Украины. Однако напрямую в России не проводят национальных границ и не говорят, что нацисты-бандеровцы – это и есть евреи Украины во главе с Коломойским, бывшим губернатором Одесской области Владимиром Немировским, называющими себя главными жидо-бандеровцами, которые поддерживают США и Израиль. Кстати, Немировский после массовых убийств в Одессе 2 мая 2014 года, опасаясь наказания и мести, укрылся в Израиле. Поэтому Дворим 19 работает, друзья, для иудеев. То, что я вам зачитывала в наших роликах, все так и есть. Укройся в одном из городов, которые Господь Бог дает тебе, иначе мститель за кровь погонится за тобой. А ведь ты был невиновен. Ну, как-то так. Они живут в другой системе координаты. Русские лохи эту систему не видят, а главное, не хотят изучать, когда пишут мне в комментариях, зачем мне нужно знать о евреях, как они надоели. Ну, не изучай и умри лохом или лохом. Я уж не знаю, как лучше. Или тебе нужно слышать только то, что услаждает твой слух, как ты везде и всюду победил. Ты на сегодняшний день, русский человек, везде и всюду проиграл. И если ты не хочешь все это слушать и изучать сейчас, то ты потенциальный труп или раб. И пока ты не уяснишь, что цель Израиля – постоянно ослаблять Россию войнами, ты глобально никогда не победишь, а только деградируешь. Тебя будут кулуарно считать гоем, недоумком, но всюду кричать о твоей победе. Выбор за вами, друзья. Но вернемся к Украине.
Как высказалась о кризисе на Украине Мария Захарова, Украина для Зеленского – это джунгли, как о таких странах отзывается один из кураторов Киева, глава евродипломатии Боррель, а украинцы – расходный материал для обеспечения интересов райского сада, где живут их западные хозяева. Такая обтекаемая дипломатическая формулировка, я бы сказала. Что поделать. Мария Захарова – официальный представитель нашего дипломатического корпуса, поэтому дипломатические формулировки должны быть обтекаемыми. Что позволено Юпитеру, то не позволено слону. Об американской военной помощи на Украине Захарова Мария сказала так: на эти цели пойдет примерно 1/4 из почти 61 миллиарда долларов, выделенных США Украине. Причем нужды ВСУ будут удовлетворяться не безвозмездно, сказала Захарова, а на кредитной основе. Многие граждане Украины не до конца этого понимают. Все в долг. Кто будет расплачиваться? Юное поколение граждан Украины. А те, кого рекрутировали курируемые США и Британии люди Зеленского из спецслужбы Украины, с поля боя уже не вернутся. И это бремя ляжет на их детей. Сейчас граждане Украины расплачиваются своими жизнями, параллельно ставя своих детей под очередную кабальную зависимость. Львиная доля средств останется в США, говорит Захарова. Глава Пентагона Остин пояснил, что порядка 50 миллиардов долларов будут непосредственно вложены в американский оборонно-промышленный комплекс и будут созданы рабочие места в более чем 30 шахтах. На эти деньги будут созданы десятки тысяч могил на Украине. Это заявил Остин, между прочим. Захарова его цитирует. На территории США это рабочие места, говорит с возмущением Мария Захарова, а на территории Украины – могилы. В интервью NBC News Зеленский сказал: направление лучших сыновей и дочерей Украины на фронт – это снижение цены на НАТО. И кто эту райскую жизнь устроил славянам на Украине, спрашиваю я вас. Официальные представители России неоднократно акцентировали внимание на еврейском происхождении президента Украины Владимира Зеленского. Владимир Путин назвал его позором еврейского народа и говорил, что уехавший из России в Израиль бывший глава Роснано Анатолий Чубайс якобы сменил имя на Моше Израилевича. Это высказывание некоторые СМИ расценили как антисемитизм. С активной антисемитской риторикой выступал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Почему его так и мочат некоторые товарищи? Очень прямо так со злом с таким. В 2023 году Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил озабоченность распространением ненависти и российских высказываний в России, в том числе со стороны государственных СМИ и политиков. Так почему именно Соединенные Штаты поддержали нацистский террористический режим на Украине? Надо сказать, что в начале 20 века крупнейшая в мире еврейская диаспора до 5 миллионов человек находилась в черте оседлости Российской империи. Сегодня эта еврейская диаспора находится в США. Численность американских евреев оценивается от 5,5 до 8 миллионов человек, что сопоставимо с населением Израиля. Это 2 Израиля, друзья. Определение точной цифры затруднено в связи с проблемами идентичности у лиц смешанного происхождения и обращенных неевреев. Иммиграция в США
произошла с воцарением в России императора Александра III, усиление антиеврейского законодательства в России на тот момент при Александре III и прокатившаяся по стране волна погромов привели к началу массового исхода в Америку, которая на тот момент придерживалась политики неограниченной иммиграции. Даже в годы введения квотирования иммиграции в США, это в период 1880-1924 года, из черты оседлости Российской империи, а черта оседлости, надо сказать, проходила по современной Украине, Белоруссии, Молдавии, Литве и Польше. Так вот, оттуда из черты оседлости из этих стран прибыло от 1,5 до 2 миллионов евреев вместе с прочими восточноевропейскими евреями до 2,5 миллионов человек. Практически все они принадлежали к субэтносу ашкеназам и разговаривали на идиш. То есть все они были уже смешаны с русскими и отождествляли себя евреями, говоря на идиш. С приходом Трампа все союзы ортодоксальных евреев Израиля заявили, что с нетерпением ждут работы с администрацией Трампа по борьбе с зашкаливающим антисемитизмом в Америке и победы над Ираном. За последний год 60% американских евреев в США столкнулись с проявлениями антисемитизма. Днем ненависти назвали американские юдофобы минувшую субботу. Они открыто объявили этот день датой концентрации своей расистской и антисемитской деятельности. Группа экстремистов в интернете наускивала единомышленников, чтобы те развешивали баннеры, распространяли наклейки и листовки или рисовали граффити антисемитского содержания в городах США. Социальные сети облетело видео из Флориды. На нем антисемиты из Лиги защиты Гоев продемонстрировали свои акции возле еврейского религиозного центра. Они пытались мешать людям, перекрывали проезд, третировали раввина. Звучали выкрики, в кавычках, «Хайль Гитлер», «Сколько евреев влезет в печь» и другие ужасные чудовищные оскорбления. Властям штатов пришлось напрячь усилия полиции для предотвращения угрозы здоровью и жизни еврейского населения. Полиция усилила патрули возле синагог и еврейских центров из-за Дня ненависти американских антисемитов. Силовики охраняли еврейские объекты в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, а также в штатах Нью-Гэмпшир, Массачусетс и Иллинойс. В американских еврейских общинах информация о Дне ненависти вызвала тревогу. Синагоги в Нью-Йорке, Нью-Джерси и других городах США отменили субботние молитвы. Прихожан попросили быть бдительными, следить за своими близкими и оберегать их. Еще в мае в своей предвыборной речи перед еврейскими избирателями Дональд Трамп заявил, что изучал еврейскую историю и отметил, что этот момент в Соединенных Штатах напоминает ему о моментах перед Второй мировой войной. Если обратиться к истории, то это точно так же, как было до Холокоста, сказал Трамп. Клянусь, если присмотреться, то это одно и то же. Также он провел историческую параллель. У вас был слабый президент или глава страны, в то время он имеет в виду, и это только усиливалось, а потом внезапно вы оказались у Гитлера. В итоге вы столкнулись с проблемой, о которой никто не подозревал, добавил Трамп. Он отметил, что уличные демонстрации в поддержку Израиля собирают меньше людей, чем его митинги в Вашингтоне, особенно в Конгрессе. Израиль теряет свою силу. Это невероятно. То есть Трамп указал на зашкаливающий, неуправляемый на сегодняшний день в Соединенных Штатах антисемитизм. По поводу израильских протестантов в кампусах по всей территории Соединенных Штатов Трамп повторил свое обещание депортировать протестующих
студентов из страны. Чтобы победить на выборах, Дональд Трамп 7 октября посетил могилу 7-го и последнего любавического рэба Менахема Мендела Шниерсона на кладбище Монтефиоре в нью-йоркском районе Квинс. В соцсетях активно распространились видеоролики, где Трамп с кипой на голове вслух читает подаренную ему книгу псалмов. А после его победы члены хасидского движения Хаббат заявили, что победа Трампа стала следствием их молитвы на могиле любавического рэба. Ну и их молитвы, и его, соответственно, их совместной молитвы. Надо сказать, что при прошлом своем правлении Трамп перенес посольство США в Иерусалим и признал голландские высоты неотъемлемой частью Израиля, а по сути подарил голландские высоты и подчеркнул, что если перевести это в недвижимость, то голландские высоты стоят порядка $2 триллионов. Но это стоит больше, подчеркнул Трамп. Надо сказать, что в библейские времена, я в 2 словах скажу, голландские высоты относятся к области страны Вассану. Да? Иисус Навин захватил Ханаан. В Торе рассказывается, что израильтяне завоевали область Вассан, да, область Вассану под предводительством Моисея в битве при Едрее с царем Огом. Затем земля Вассан была отдана Моисеем в надел колена Манассии. О голландских высотах, о его такой сакральности некоторые я буду рассказывать в бусте, поэтому кто хочет достигнуть другого уровня понимания всех скрываемых от нас тайн, подвохов и ясно понимать картину происходящего, избавиться от векового беспамятства, я приглашаю в бусте, потому что я даю вам не только знания, но и вы тем самым поддерживаете наш канал, потому что в противном случае, я не могу вам просто, к сожалению, как-то по-другому вещать и поддерживать наш контент. А кто нас поддерживает, я, безусловно, благодарю, потому что новые расследования возможны только благодаря вашей поддержке. На совместной пресс-конференции в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 25 марта 2009 года Трамп подписал декларацию, в которой говорится, что Соединенные Штаты признают, что голландские высоты являются частью государства Израиль. Это было расценено как политический подарок от американского президента Дональда Трампа, направленный на то, чтобы помочь премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху завоевать благоприятную репутацию среди избирателей на предстоящих в апреле 2019 года парламентских выборах. Это было осуждено рядом стран и организаций. Я имею в виду такой подарок Дональда Трампа в виде голландских высот Израилю, включая Организацию Объединенных Наций. ООН осудила этот шаг, и, кстати, Европейский Союз тоже. Сирийское правительство отвергло это заявление США тоже, назвав его вопиющим нападением на суверенитет и территориальную целостность Сирии. Поэтому с приходом Трампа, возможно, подарки Израилю будут множиться в виде голландских высот на триллиарды долларов, которые на самом деле стоят намного больше. И еще что ждать, какие шаги ждать от Трампа на пути к достижению Великого Израиля, посмотрим. У Израиля и Соединенных Штатов Америки единая позиция относительно угрозы, исходящей от Ирана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что уже трижды общался с Дональдом Трампом после его победы на выборах.
בשני המקרים Переговоры направлены на дальнейшее укрепление прочного союза между Израилем и США. Мы рассматриваем иранскую угрозу во всех ее составляющих и опасность, исходящую от нее. Мы также видим огромные возможности, открывающиеся перед Израилем в области мира и его расширения, а также в других областях. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одним из первых мировых лидеров поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах, как пишет The Guardian. Глава израильского правительства и Дональд Трамп начали активную работу по укреплению двустороннего партнерства США и Израиля. По информации британских журналистов, новая администрация Белого дома усилит поддержку действий Израиля против иранских прокси на Ближнем Востоке. Дональд Трамп прямо заявил: в том, что касается Ирана, Нетаньяху вправе делать все, что хочет. Я думаю, что он будет делать то, что хочет, и я думаю, что он должен это делать. Вы знаете, Байден давал ему очень плохие инструкции ничего не делать, а Израиль был в большой опасности. Сейчас они находятся в гораздо меньшей опасности, чем месяц назад. Как сообщили журналисты The Wall Street Journal, Дональд Трамп готовится усилить давление на Иран. Речь идет прежде всего о резком ужесточении санкционной политики. Трамп планирует возобновить максимальное давление на Иран с целью заставить его отказаться от ядерных амбиций и прекратить финансирование групп, которые США считают террористическими. Из публикации издания The Wall Street Journal. Так что никаких теорий заговоров нет. Израиль со времен Советского Союза не изменяет себе, ведет захватническую деятельность территорий. И если во времена шестидневной войны это были только арабские территории, на которых израильтяне затем создавали военизированные поселения, то теперь география расширяется. Для военизированных поселений нужны люди. Это те, кто идентифицируют себя евреями. Так что вот многие евреи на меня обижаются, но они сами не очень понимают, в какую историю они втянуты и какая игра ведется. Да? Совершенно просто не понимают. Так вот, согласно данным Института еврейских политических исследований, численность еврейской общины на Украине на март 2022 года составляла 40 тысяч человек, идентифицирующих себя как евреи. Число же лиц, подпадающих под действие израильского закона о возвращении, достигло 200 тысяч человек. 200 тысяч. Хотя идентифицируют себя как евреи всего лишь 40 тысяч человек, да? А о законе возвращения, значит, идет 200 тысяч человек. То есть это говорит о чем? Те, которые подпадают под этот закон, Израилю нужны воины, Израилю нужны люди, им нужен человеческий ресурс. Для чего? Для восполнения армии Великого Израиля. Об этом нигде не пишут, но я вижу эту картину так. Напишите, пожалуйста, согласны вы со мной или нет. С мая 2023 года, но факты говорят все именно об этом, с мая 2023 года в Киеве начала работать изготовленная Израилем система оповещения о ракетных обстрелах. Украинский посол в Израиле Корнейчук поблагодарил за это премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или Нетаньягу. Израиль предоставляет Украине сегодня защитное снаряжение и оборудование для сбора разведданных. То есть Израиль непосредственный, так же как и США, заинтересант в этой войне, в этом конфликте на Украине. Ну и одновременно для себя Израиль, конечно же, решает для себя две задачи, развязанные войной. Как я вижу, это утилизация славянского населения с одной стороны, и с другой это проводится политика переселения для пополнения израильской армии за счет вновь прибывших ашкеназов из Украины, идентифицирующих себя как евреи для формирующейся армии Великого Израиля. Я вам сказал, что Великому Израилю нужны бойцы украинские необандеровцы со славянской кровью, воспитанные в духе ненависти к русским, идеально подходят для этой цели. Они очень хорошие воины. Воины лучшие, чем, безусловно, сефарды, которые никогда и не воюют, и не собираются они воевать.
и так далее и тому подобное. Вот для чего идет политика, с одной стороны, смешения еврейской и русской крови, потому что эти люди потом, они не будут в высшей иерархии. Никогда эти люди будут выполнять определенную задачу, идентифицируя себя как евреев, они будут пополнять армию Великого Израиля. И это, между прочим, делается не только сегодня так. Испокон веков именно так создавались армии, велась переселенческая позиция. Просто этим никто, к сожалению, не занимается, не ведет такой аналитики, но я это вижу. В одном из наших роликов мы поговорим подробнее об одном историческом таком факте. Возможно, это будет на Бусти или где, я не знаю пока. К сожалению, меня не хватает на все такие огромные пласты информации поднимать. Я это делаю в одиночку. И вот то, что успеваю, к сожалению. Так вот, на эту цель, поставку человеческого ресурса из СССР для будущего Великого Израиля, кстати, очень хорошо поработал Яшка Казаков или Яков Кедми. Он с этой задачей справился, и сегодня русские, многие, которые депортировались, то есть многие переехавшие в Израиль, также служат в армии, также пополняют этот человеческий ресурс Израиля, укрепляя таким образом эту страну. Так вот, создание Великого Израиля – это главная цель. На эту цель очень хорошо и расчетливо работает религиозный иудаизм, заявляя, что условием окончательного освобождения еврейского народа является его единство и цельность. Сейчас вы во тьме, но Пресвятой в будущем раскроет вам вечный свет, как сказано. Не будет больше солнца служить тебе светом дневным для тебя, и сияние луны не будет светить тебе, но будет тебе Господь светом вечным. Когда же это будет? Когда вы все будете единым целым, народ Израиля будет спасен, когда они все станут единым целым народом, как сказано, в те дни и в то время, сказал Господь, придут сыновья Израиля, то бишь ашкеназы, они вместе с сынами Иуды. И также сказано, в те дни пойдут в дом Иуды с домом Израиля и придут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. Когда все они соберутся вместе, они увидят лик Шхины, то есть Святой Дух, присутствие. Получается, что СССР они тоже рассматривают как египетское, и рассматривали как египетское рабство. Вот так. В Египте было плохо, хотя, говорят, они там хорошо жили. Опять-таки, это миф, да? Ну, а в СССР это не миф. Они там тоже плохо жили. Плохо. Все хотели в Израиль. Для чего я так подробно рассказываю вам об Израиле, США, современных тенденциях и указываю на дипломатическую позицию России и президента? Представьте на минуту, если вдруг завтра не будет ни Путина, ни Лаврова, а их сменит, например, Матвиенко, признающийся в любви к Израилю постоянно, или, например, Кириенко. Не придет ли этот нацистский расовый террористический режим из Киева в Россию? Ведь июнь 1941 года начался без объявления войны, а я вижу, что параллельно идут процессы подготовки к такой ситуации. Это отдельная большая тема, как и тема русского рабства. И это не шутки, друзья. Некоторые пишут, как мне надоело
о евреях, так вот, я хочу вам сказать, что современный мир, построенный по итогам Второй мировой войны на принципах международного права, сегодня рушится на глазах, надо это осознавать. Рушится ООН с той структурой управления, которую мы имели до сегодняшнего дня, прерогативы Совета Безопасности, решения и функции Генеральной Ассамблеи, Генерального секретаря международных структур, входящих в систему ООН. Все это подвергается перестройке и уничтожению. Формируется новая мировая политика новой глобальной диктатуры. А в Израиле нет конституции. Конституция Израиля заменена Ветхим Заветом и Торой. Именно эти религиозные писания рисуют новую картину мира и в скором будущем будут определять новые границы и новый мировой миропорядок. Тема, которую мы рассматриваем, безусловно, религиозная. Но именно она, религиозная тема, лежит в основе всех происходящих сегодня событий. И кто еще сегодня этого не понял, тот потенциальный мертвец, раб или дурак.